the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever wanted. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can. Здоровеньки были, друзья. Ну что, я вас всех приветствую у себя на YouTube-канале. И если ты только начал заниматься бразильским джиу-джитсу, скорее всего, у тебя в голове полный хаос, с чего начать, что делать. Так вот, в сегодняшнем видео я постараюсь разобрать фундаментальную базовую технику для белых поясов. Также я поделюсь секретами, как получить быстрее синий пояс, и разберу чаще всего распространяемые ошибки среди новичков. Ну что, друзья, а мы полетели! Ну что, в сегодняшнем хорошем нашем деле нам поможет мой друг, француз Малон. Он не говорит на русском языке, может, совсем чуть-чуть изучает. В общем, на что я хочу акцентировать ваше внимание. Мы начнем с позиционной борьбы. Это очень важно новичкам понять, что когда вы только начинаете заниматься, не старайтесь стремиться сделать болевой, удушающий. Вы должны акцентировать ваше внимание на позиционной борьбе. То есть это вам даст большой буст, когда вы поймете, что перед болевым надо иметь хороший контроль позиции. И мы начнем с 4 базовых защитных позиций. В дальнейшем, когда вы будете улучшать ваше джиу-джитсу, вы поймете, что на самом деле это даже скорее атакующие позиции. Итак, друзья, первая позиция – это закрытый гард, close guard. Как видите, его задача держать ровную осанку. Моя задача стараться подламывать его, для того, чтобы найти болевой или удушающий. Это первая позиция. Вторая позиция – это открытый гард. Здесь вы более мобильны, и вы можете использовать разные варианты атак. Например, заходить в лассо гард или, допустим, в спайдер гард, если он стоит стойка Деларива и так далее. Это в зависимости от того, насколько вам позволяет ваш технический арсенал. Дальше. Позиция, которая поможет вам выживать. Это полугард. Обратите внимание, я обхватываю его одну ногу, и здесь очень важно, что моя рука идет ему под руку, андерхук. Видите? Вот таким образом. Позиция называется полугард. И четвертая, моя любимая позиция, это butterfly guard, бабочка гард, когда ваши ноги находятся внутри вашего оппонента, ног. Таким образом. Видите? Итак, еще раз быстро пройдемся. Первая позиция – закрытый гард, открытый гард, полугард и бабочка гард. Итак, дальше мы разберем твою доминацию. И мы начнем с маунта. Позиция маунт. Обратите внимание, это очень важно, что есть два варианта маунта – высокий и низкий. Низкий – это когда ваши бедра находятся ближе к его бедрам, и вы вот таким образом контролируете его. И второй, высокий, вы часто наверняка его видели в ММА, это когда вы подходите ногами ближе к его плечам и контролируете его вашими бедрами. Дальше. Следующая позиция – это сайд-контроль. Обратите внимание, здесь важно грудь к груди и стараться не оставить ему здесь пространство. Это очень важно. То есть, вот таким образом я его контролирую, создаю компрессию, грудь к груди и убираю все щели для того, чтобы он не восстановил гард. Следующая позиция, это скорее, часто вы можете видеть дзюдо и так далее, но она работает. Единственное, что вы должны быть аккуратными, чтобы не забрали вашу спину. Это удержание сбоку, когда вы подхватываете голову, руку и вот так держите ноги. Следующая позиция, одна из моих излюбленных, это колено на животе. Это когда вы ставите колено, одну ногу отставляете по диагонали и контролируете вашего оппонента вот таким вот образом. Видите?
И, конечно же, самая доминирующая и опасная позиция – никогда не отдавайте спину, это бэк-контроль. Обратите внимание, когда я его контролирую со спины, моя задача также прижиматься грудь к груди, да, и накидывать здесь сит-белт. То есть, видите, вот таким образом. И очень-очень важно, не крестите ноги, потому что он может вам отломать ногу. Итак, давайте быстро пройдемся по этим позициям. Итак, первое у нас маунт, две вариации. Низкий маунт, высокий маунт, сайд-контроль, удержание сбоку, колено на животе и бэк-контроль. И, конечно же, что делать, если вы попали в плохую позицию? Сейчас я вам продемонстрирую. Первое, это будет у нас позиция маунт, выход с маунта. Первое будет выход маунта мостом. Обратите внимание, я подбиваю его таз, видите, чтобы он ушел туда. Фиксирую его руку вот таким образом. И теперь я также фиксирую, видите, у него опора еще есть. Я ее фиксирую ногой. И после чего за счет моста я ухожу. Это первый вариант выхода мостом. Второй, это когда я забираю вот таким образом руку и также перекрываю ногу. Третий выход, это за счет ваших рук, рамки, за счет выхода локтем. Обратите внимание, я ставлю сюда руку и я убираю ногу и вот таким образом подхватываю его ногу. Забираю и восстанавливаю сначала полугард, потом выхожу в гард. И самое основное, это то, что вы должны запомнить раз и навсегда. Это с позиции сайд-контроль. Обратите внимание, каждый раз, когда он берет сайд-контроль, да, я вставляю рамки. Одну здесь, другую здесь. Теперь смотрите, что я делаю. Я делаю креветку, убираю таз из-под него, видите? И потом так называемый recovery guard, восстановление гарда. Я свое колено пулю обратно. Оп, я восстанавливаю гард. Давайте быстро пройдемся по всем 4 выходам. Первый выход мостом, подбив, перекрыл, раз, два, ушел. Второй выход. Я забираю здесь. Выход. Выход с помощью локтя. Я убираю ногу. Восстанавливаю гард. И с сайд-контроля он контролирует. Рамка. Отжимаю. Креветка. Восстанавливаю. А теперь самое вкусное, как заставить твоего оппонента сдаться. Я вам покажу 3 самых базовых и очень эффективных болевых приема. Мы начнем с позиции гард. Итак, первый болевой – это у нас рычаг локтя, так называемый армбар. Обратите внимание, я контролирую его руку крестом. Одну ногу я упираю в тазобедренную кость. Обратите внимание, мое бедро прижимается к его телу. Вторым бедром я веду вдоль туловища. Видите, он немножко уходит в сторону. Я убираю его голову своей рукой и закидываю вторую ногу. После чего я подаю таз вверх и ломаю руку. Следующий прием – это кимура. Обратите внимание, я убираю его руки так, чтобы они стояли на татами. Подхватываю его кисть, поднимаюсь и беру свою кисть. И теперь, когда я ухожу назад, я под ним слегка подкручиваюсь. Видите? И делаю так называемый узел плеча, ломаю ему плечо. Теперь позиция сайд-контроль. Смотрите, теперь я вам покажу американу и кимуру, но с сайд-контроля. Первое. Обратите внимание, вы должны запомнить, что когда вы делаете американу, рука поворачивается вот так, вот таким образом, а кимура вот таким. Это узел плеча.
Я его контролирую, да, отсюда убираю его руку, подхватываю замок, видите, каким образом, и отсюда делаю американу. И, собственно, кимура так же само, только в другую сторону. Я могу поставить ногу ему за голову, приподнять его и отломать руку. Вы должны запомнить, что американо так, кимура так. И что, давайте мы пройдемся теперь по этим всем болевым. Итак, первое, армбар. С гарда я фиксирую его руку, его левую своей левой, упираюсь в тазобедренную кость, немножко его убираю в сторону, упираюсь в лицо, закидываю, отламываю руку. Это первый момент. Теперь кимура с гарда, узел плеча. Я фиксирую его кисть, поднимаюсь наверх, беру свою кисть, опускаюсь, подкручиваюсь, ломаю. Дальше с сайд-контроля отсюда я стараюсь убрать его руку и делаю американу, либо же убираю в другую сторону, встаю ему за голову, приподнимаю и делаю узел плеча. А теперь 3 самых лучших, самых эффективных и, конечно же, базовых приемов не только для белых поясов, а вообще вы можете увидеть на всех соревнованиях эти 3 удушающих приема. Итак, мы начнем с позиции гард. Как я уже ранее говорил, это защитная позиция, но, как вы видите, отсюда очень много болевых, удушающих и так далее. Итак, первое удушение – это будет гильотина. Смотрите, я убираю его руки сюда и создаю, опять же, иллюзию, как будто я иду на кимуру, на узел плеча. Как правило, человек реагирует, старается прижаться. В это время я закидываю свою руку, видите, вот таким образом. Беру себя за руку и стараюсь достать, видите, свой локоть. И отсюда уже душу. То есть я прихватываю руку вот таким образом и стараюсь достать локоть. Второй базовый удушающий, очень эффективный, это треугольник. Я контролирую его руку, голову, одну ногу убираю в тазобедренную кость, да, так же само, как мы это делали в рычаге локтя, армбаре. Я его контролирую. Теперь смотрите, я убираю его руку себе между ног, и в это время я накидываю свою ногу. И рука, которая держала его голову, подхватывает голень. Это очень важно, чтобы он не выпрямился и не ушел. Дальше. Я засовываю свой голеностоп себе под колено. И очень важно, носки я натягиваю на себя. Если он не душится, да, у него остается чуть-чуть пространства, я могу еще подкрутиться немножко и помочь вот таким образом своими руками. Хорошо? И, конечно же, самый базовый удушающий прием с так называемого бэк-контроля. Есть очень разные вариации, я покажу, которые мне нравятся. Мы контролируем грудь груди, сит-белт. Теперь смотрите, мне нравится, когда локоть смотрит вместе с направлением подбородка в одном направлении. Я запускаю руку, видите как? Локоть, подбородок. Прихватываю себя за бицепс, и теперь мне нравится вот эту руку, кулак, запускать ему за шею. Это первый вариант. И второй вариант также мне нравится, когда у меня торчит только кисть, да, я подхватываю вот таким образом и душу. То есть 2 варианта, которые мне нравится делать. Итак, давайте быстро пройдемся. Первый с гарда. Первое с гарда у нас будет гильотина. Я создаю иллюзию, как будто я иду на кимуру, но сам подхватываю шею, душу. Второй у нас треугольник, голова, рука, тазозабедренная. Запускаю руку между ног, подхватываю голень, закидываю голеностоп себе плотно под колено и отсюда душу. И, собственно, с бэк-контроля у нас базовая удушка. Первая и вторая. Ну что, как вы уже могли понять, когда вы оказываетесь снизу, это не конец, а только начало. И сейчас я вам хочу показать так называемые свипы, перевороты, когда вы снизу, чтобы выйти в более доминирующую позицию. Очень важно, это очень важный совет, старайтесь использовать механику
джиу-джитсу, технику, а не силу. Это очень важно. Итак, мы начнем. Первый – это самый базовый свип. Сначала у нас позиция, допустим, закрытый гард. Я люблю подхватывать отворот, руку здесь или под локтем. Теперь смотрите. Я вылажу немножко из-под него креветкой, убираю таз. Одну ногу, видите, колено вставляю ему сюда. Вторая у меня уходит вниз. И теперь это называется ножницы-свип. Мои ноги работают как ножницы. И я встаю на него. Видите? Еще раз. Я контролирую, вылажу и с помощью ног и также руками помогаю, ухожу. Хорошо? Второй у нас будет свип. Тоже с закрытого гарда. Так называемый цветочный flower sweep. Или я его люблю называть свип рычаг локтя. Переворот рычаг локтя. Обратите внимание. Я беру, прихватываю его локоть. Видите, вот таким образом. И теперь я под ним подкручиваюсь. И вот этой рукой я ухожу ему между ног большим пальцем вниз. И теперь смотрите. Вот эту ногу я не закидываю на болевой. Она уходит вот сюда. И как маятник я делаю мощное движение и встаю на него. Еще раз. Фиксирую руку, подкручиваюсь, мах, помогаю, видите, рукой, встаю на него. И теперь я очень люблю этот свип, это с Butterfly гарда. Очень круто работает, особенно против больших парней. Когда вы делаете такие приемы, вы начинаете понимать, что техника очень часто побеждает силу. Позиция Butterfly Guard, я перекрываю его опору, видите, и с помощью своего крюка внутри я помогаю себе. Итак, давайте сейчас быстро пройдемся по всем трем свипам. Первый. Ножницы. Контролирую здесь, вылажу, переворачиваю. Еще раз. Вылажу, переворачиваю. Теперь переворот рычагом локтя. Фиксирую руку, подкручиваюсь под ним. Моя нога идет сюда. Я делаю мах, встаю. И третий переворот против больших ребят с позиции Butterfly Guard. Вот таким образом. Ну что, друзья, теперь мы постараемся разобрать основные ошибки, которые убивают ваш процесс и ваш прогресс, конечно же. Первая ошибка, то, что я ранее упоминал, это очень важно. Используйте технику, а не силу. Вторая ошибка, очень распространенная, не старайтесь бежать от техники к технике. Освойте базу, научитесь базовым приемам. И, конечно же, очень важно, не давайте себя контролировать. Учитесь защищаться, уходите с невыгодных позиций. Это очень важно, друзья. Это 3 основные ошибки, на которые вам стоит обратить внимание. И, конечно же, как быстрее получить синий пояс. Друзья, я поделюсь с вами, на самом деле, очень элементарными, но очень эффективными советами. Первое. Не пропускать тренировки. Всегда приходите на тренировки. Также очень важно, всегда анализируйте, запоминайте. Я всегда после всех тренировок прихожу домой, ложусь в кровать, я начинаю вспоминать. Если есть у вас возможность и вам не лень, вообще записывайте техники и постоянно их повторяйте. И, конечно же, залог любого прогресса – берите лучше, чем вы, спарринг-партнера. Не стесняйтесь. Сегодня вы проиграете, завтра вы проиграете, но через неделю, через месяц из-за того, что вы прикладываете усилия, вы обязательно будете становиться лучше и перестанете уже проигрывать этим людям. Таким образом, вы сможете намного быстрее получить синий пояс. Ну что, теперь ты знаешь практически всю базу на белый пояс для того, чтобы получить синий пояс. Друзья, если вы выучите все техники и доведете до автоматизма с этого видео, я вас уверяю, у вас будет синий пояс. А если вам
понравилась какая-то техника, напишите в комментарии, какая, или напишите вашу любимую технику. И также, если вы хотите в дальнейшем больше контента по бразильскому джиу-джитсу, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. До скорой встречи, друзья!